Это Переславль-Залесский. Вы спросите, почему зимой? Ну, сумасшествие какое-то, холодно. Ну, вы знаете, это как рыбаки. Они же сидят на озере. Вот что-то их туда зовет. И я думаю, не только чарка, а рюмка чая. Нет. Я думаю, это страсть. Поймать удачу. Ну, у художника. Чтобы получилось. А потом зимой, в отличие от других времен года, много белого. И этот белый так тонко окрашен, что, ну, восторг особенный. Видимо, мы и зрители интуитивно чувствуют тонкость цвета, отношений, ну, как в любви. Вот чем тоньше, тем сильнее чувство. Я очень благодарен тем, кто также любит писать зимой, как я, и те, кто приехали на этот класс, причем даже из Красноярска. Аня Цыганова приехала. Из Красноярска приехала? Из Красноярска приехала. Я мечтала на зимний класс попасть. Но с каждым классом прям уровень растет. Это, конечно, чувствуется. Конечно, хочется на подольше, побольше, чтобы прям первый, и там 8-й день, и ты там прям вообще... Ну, давай сделаем, да, почему нет? Как всегда, ничего не получается, бесишься, когда мозги включаешь. А мозги вот вчера я отключила, мне вообще пофиг было. И вот хорошо. Сейчас я опять слишком много думаю. Ну, хочу, чтобы было хорошо. Получилось шляпа, конечно. И обучение, изучение живописи зимой делает ваше продвижение к мастерству более быстрым. Даже в академии есть такие задания, когда вы пишете натюрморт белое на белом. Почему? Потому что тонкие различия вы начинаете улавливать. Толстый каждый уловит, а вот тонкий попробуй улови. И таким образом воспитывается глаз. Видение наше утончается. Ну, фигура, фон. Вот фон должен быть, ну вот он должен быть более такой притушенный, что ли, и размытый, и более такой, ну, общий. А потом на нем уже яркий мазок, тогда будет смотреться. А если все одинаково класть, то не будет смотреться. Ну, то есть, если нету под этим никакого, ну, как бы другого, тогда не будет работать. То есть вот оно как бы сначала вот такой, да, вот если сюда положить более яркий мазок, уже будет по-другому смотреться. Ну, я не... И какое-то вот ощущение сероватости вначале идет, а потом, когда кладется более чистый мазок, вот тогда они вдвоем играют как вот фигура фон. Чувствуешь себя учеником. Это хорошо. Все, больше не могу ничего сказать. Учусь постоянно. То есть настолько это непросто все. Иногда вот кажется, вот все нормально, а потом, как это вы говорите, раз мы стихи, ну и убрать бы хочется. Вот, а потом начинаешь что-то делать, оно вроде как встает на свое место. Но это постоянно с этим, это вот по поводу борьба, видения. да? Это по поводу видения. Когда ты начинаешь включать мозги, то, что тебе говорили, то, что ты должен видеть, тогда вот оно складывается. Как только это уходишь в фантазию, все уходит сразу. Ну вот вчера у тебя был прорыв. Это что? Это была фантазия или вот результат видения? А я все отключил. Я просто отключился и просто взял так и сделал. И все, я уже там не фантазировал, ничего не делал. Спасибо, Господи. Так бывает тоже иногда. Ну, с 90% это не прокатывает. Алексей, скажи твое ощущение после класса, вот он заканчивается. Полезно для тебя? Ну, какие открытия? Такие. Во-первых, нельзя никого научить, может помочь научиться. Я вам благодарен, что вы мне помогли научиться тому, на что бы я потратил 5-10 лет. То есть я за 3 дня понял, хотя я теоретически это знал, но одно дело теоретически знать, а другое дело понимать, как решаются эти задачи на практике. Вот. Мне это дало, я благодарен. Я не пожалел, что приехал, ни в коем случае не пожалел. Ну и по работам видно, какие результаты. К 3-му дню я перестала вас бояться, так чуть-чуть. Так, страх учителя, конечно, это вот наверное, это из школы, комплекс отличницы. Что дало?
класс что да? Свободу. Свободу и, наверное, себя чувствую немножко выше на ступенечку. То есть уверенность, наверное, какую-то, да. А сравнивать. И сегодняшний мастер-класс, вот вы, я стояла, вот сейчас я, наверное, уже ничего не помню, но, наверное же, оно записалось где-то под корку. Пересказать не перескажу, но надеюсь, что оно будет всплывать. Спасибо. Госпожа Рыжова, пару слов добавишь? Я вообще очень счастлива на ваших пленэрах. Я вообще балдею. Просто по-другому назвать нельзя. И прям вот жалко, что они заканчиваются. Надо делать в понедельник, на неделю, неделю. Пленэр Неделю. недельный. Ну давай делать по вот городам, как ребята Да, предложили, да. значит, Следующий у нас будет Плёс, Плёс, потом э, Кашира, Суздаль, Суздаль, да. ну и Серпухов. В общем, Да. это По хорошая идея. Золотому кольцу. Ну да, хорошая идея. Я думаю, что Ну, смотри, откликнулся. смотри, как классно получилось. Ну, не совсем, конечно. Пленэр меня заряжает на целый год энергии, потому что когда не хочется, не то что не хочется, а хочется писать, а не получается. Вот эти 3 дня вспоминаешь, попадаешь прям вот в эту атмосферу, а так как еще каждый день мы на видео смотрим, ну, я смотрю Вячеслава, и энергия просто, зажигательная такая, она появляется, и начинаешь работать, писать. И, вот, меня это спасает. Марго. Добрый день, Слава. Расскажите, пожалуйста, подробнее про костюм рыбака. Тоже хочется не мерзнуть на пленэрах. Сейчас огромное количество, выбор большой этих костюмов. Ну, наберите, я не знаю. Я купил на Озоне, можно на Валбересе. И там есть отзывы рыбаков. Мой костюм стоил где-то в районе 15 тысяч, по-моему, рублей. Или чуть дешевле. И минус 35 заявлено, Якутия написано на нем. Он идет размер в размер. Я также почитал отзывы и купил, примерил. Мне очень понравилось. И очень доволен. Ну, прям я совсем не мерз. Даже просто кайф. Снимал даже рукавицы. Руки у кого мерзнут, вот нужно какие-то теплые. И так, чтобы здесь вот все-таки была прорезиненная с этой стороны, ну, потому что мы вытираем кисточки там, да, чтобы в руки не проникало. Но вот такие перчатки нужны потеплее. Бусинка 5. А как масло себя ведет при температуре погоды в минус? Да нормально себя ведет. Мы даже не почувствовали разницы, хотя было минус 8. Ну, мастихином можно писать. Больше мастихином проворачивайте все это. Ну, если с растворителем, так вообще проблем нет. Я писал даже колонком, мягкими. Ничего страшного. Нормально. Если минус 20-15, там она подмораживается. Ну, тогда мастихином, прям уж совсем мастихином. А вот в такую погоду так вообще прекрасно. Друзья, я проведу мастер-класс в Гурзуфе весенний с 5 по 9 марта. Девушки, устраивайте себе подарок к этому дню. Можно взять любое количество дней. 1, 2, 3, 5. Так что вы можете предварительно записываться в группу. Пишите мне или на сайте скоро будет информация. Там тоже можно будет записаться. А в апреле мы будем работать в Плёсе. Я проведу там класс с 9 по 13 апреля.
Друзья, я задумал провести классы в Италии с 1 по 5 мая на озере Гарда, с 7 мая по 11 мая Рим. Водными красками будем писать. Акварель, темпера, гуашь, пастель на выбор. Не забудьте, друзья, отметиться в журнале. Предлагаю вам посмотреть кино «Импрессионисты в Эрмитаже». Первая часть. Ну, пока.